to our discussion of, and this time we're going to be discussing responsibility. Итак, мы возвращаемся к теме столбов характера. И следующая тема — ответственность. All right, let's see. Just again, mention this one, kind of go over it. Хочу еще раз вместе с вами вспомнить. Because this will definitely be on the test. I want you to know these. Эти высказывания будут на тесте, поэтому, пожалуйста, Who is a person of character? Кто такой человек характера? Это тот человек, knows the difference between right and wrong and always tries to do what's right. старается поступать правильно. Is a good person, someone to look up to and admire. Которому можно равняться, которому можно восхищаться. Sets a good example. Подает хороший пример. Makes the world a better place. Благодаря ему мир становится лучше. And lives according to the 6 pillars of character. Trustworthiness, respect, responsibility, fairness, caring, and citizenship. Забота и гражданский долг. Now, to be a person of character, you need to be a person who is really responsible. Для того, чтобы быть человеком характера, обязательно нужно быть ответственным. So we move to the idea of responsibility. Итак, переходим к теме ответственности. And this is one of the really important Это очень и очень важный concepts and это очень важное понятие. to really be a good person of character. Для того, чтобы быть человеком с хорошим характером. Life is full of choices. Знаете, что наша жизнь исполнена разных вариантов, когда приходится выбирать. And being responsible Что такое быть ответственным? means being in charge of our choices. Это значит брать на себя ответ за свой выбор. And thus our lives. А если ты берешь ответственность за свой выбор, то значит берешь ответственность за свою жизнь. There are many people in this world who really would rather be told what to do and not be responsible themselves. Вы знаете, что многие люди в мире не хотят быть ответственными. Они привыкли, чтобы им говорили, что им делать, и они это и будут делать. Тогда они снимают с себя всякую ответственность. But responsibility often means we have to make those choices. Ответственность же означает, когда человеку самому приходится делать выбор. Responsibility really, requires us to recognize that what we do and what we don't do matters, and that we are morally responsible for the consequences of our choices. Требует от человека признать то, что его поступки или его бездействия могут сыграть важную роль. И он должен признать нравственную ответственность за последствия своего выбора. We make choices all day long. Вы знаете, что в течение дня нам постоянно приходится выбирать. We make a choice at night. Вечером нам приходится выбирать. Set our alarm so that we can get up on time. Ставить мне будильник или не ставить, чтобы вовремя проснуться. Maybe make the choices of what we're going to wear. Что я завтра одену? If we're going to be on time to school. Чтобы как мне выйти, чтобы прийти вовремя на учебу. We choose whether we're going to do our homework or not. Мы выбираем, делать нам домашнее задание или не делать. We're just constantly making Мы choices. постоянно выбираем. And if we choose to be irresponsible, Если человек we're going to suffer the consequences. безответственный, то ему приходится пожинать последствия своей безответственности. So, responsibility means being accountable for what we do Итак, быть or what, and ответственным who we are. — это значит отвечать за свои поступки и за то, кем ты являешься. Everyone is responsible for the development of his personal character. Каждый человек сам ответственен за формирование своего характера. I may be, influenced by you, Конечно, вы можете оказывать на меня какое-то влияние. but ultimately I'm the one Но в конечном responsible итоге for my character. я сам отвечаю за свой характер.
when it comes to responsibility, we can't choose whether we're good looking, who our parents are, what the circumstances of our birth will be, or a lot of those things we just can't choose. Вы знаете, есть вещи, которые нам не приходится выбирать. Мы не выбираем ту внешность, в которой родились. Мы не можем выбрать себе красивую внешность. Мы не выбираем своих родителей. Мы не выбираем, в каких условиях мы родились. I didn't choose to be born in Texas, but that's where I was Я не born. выбирал, чтобы родиться в Техасе. Я просто You там didn't choose to родился. be born Вы here, не wherever you were. выбирали место своего рождения. That's just what happened. Это That's what, то, you know, как your parents had a сложилось. lot of influence on that. Это то, определяющими в этом решении во многом стали ваши родители. I didn't choose how I was going to look, Я не выбирал свою внешность, nor did you. и вы не выбирали. So there's a lot of things that I really Поэтому am честно not responsible for that I didn't сказать, choose. что есть вещи, за которые мы не несем ответственность, потому что мы это не выбирали. But all of us can choose how to deal with the problems and the opportunities that life gives Но us. каждый из нас уже ответственен за те решения, которые мы принимаем, решая какие-то свои проблемы, или ответственен за то, как он пользуется возможностями, которые предоставляются ему в жизни. Some people choose to be very negative about problems that are in their Вы знаете, lives. некоторые люди выбирают путь негатива. Ко всем проблемам они относятся очень негативно, в отрицательном свете. Oh, I've got so many problems. О, в моей жизни столько проблем. Poor me. Ох, я такой me. несчастный. Я For такой me. несчастный. Я такой You know. несчастный. Some people you walk up to and you say, "How are you doing?" Иногда есть люди, которых встречаешь на улице и спрашиваешь, как у тебя дела? And then you regret asking the question Потому что because they еще spend думаешь, an зачем hour я talking about all their спросил? problems. Потому что час тебе высказывают все жизненные проблемы. And they let the problems in their life control their lives. Это те люди, которые позволили жизненным проблемам полностью овладеть собой, давлеть над ними. But other people Есть и другой тип людей. see the problems that there are Они before видят, что them, проблемы есть, они видят, что в их жизнь пришла какая-то проблема. but they think, Но "Wow, они считают, what opportunities это God возможность. gave to me with my Что- problems." это возможность, которая дана им Богом. You can complain about all your problems, Можно жаловаться и жаловаться на свои проблемы. or you can say, Или можно сказать, "I have problems, у меня but есть I проблемы, love God, and Я God Бога is going to люблю. help me through them." и Бог поможет мне пережить эти проблемы. So it's a choice. Это вопрос выбора. Heard a story one time about two men that were sent to Africa. Вы знаете, я слышала однажды историю о двух мужчинах, которых послали в Африку. Not as missionaries, but Они поехали туда не as salesmen. в качестве миссионеров, а в качестве продавцов. Они должны были что-то там продать. a company sent them there Их отослала туда компания to sell shoes. для того, чтобы в Африке продавать обувь. And after a month, one of them wrote back to the company and says, "Oh, Прошел месяц их работы в Африке. This Один is из людей just the пишет worst. письмо руководству компании. You can't sell shoes here Как вы могли нас сюда послать? Это because nobody самое wears shoes." неблагоприятное место для продажи обуви. Здесь никто не обувается. Здесь все ходят босиком. And he said, "I'm coming home. Я You возвращаюсь. gave me an impossible task." Вы поставили передо мной невыполнимую задачу. The other guy wrote the company as человек. well. Пишет руководство компании тоже письмо. And he says, "I am so говорит, excited. Я восхищен. I've never seen such an opportunity. Такой возможности Nobody Еще в has any жизни. shoes here. мне никто не давал. I've Это got an представьте, opportunity to здесь sell нет ни lots одного of обуви. shoes." Представьте, сколько обуви здесь можно продать. So, you see, two different Вы видите, attitudes, two different совершенно два mindsets. разных подхода, потому что два типа мышления. And we choose how we're Мы going to react in выбираем those situations. Свою реакцию на разные ситуации. So, certain things we don't have control over, Итак, but как there я are уже some сказала, things есть that we вещи, do. которые мы не выбираем. Но очень много есть моментов, которые мы сознательно выбираем. The interesting thing is that from the choices that we make, our character is formed. Так вот интересно то, что именно в зависимости от нашего выбора формируется наш характер.
So choices are very important to us. И именно вот цель вот этих отдельных решений и является формацией нашего характера, поэтому вот эти отдельные решения, этот отдельный выбор очень важен. And there are some people that just don't like to make any choices. Вы знаете, что есть люди, которые вообще не любят принимать решения, они не любят выбирать ничего сами. But you need to remember something very important. Но тогда очень важно помнить, Choosing not решение to choose не делать выбор, is a это choice. тоже сознательное решение. So we need to do our best to make right choices. Поэтому со своей стороны нужно приложить все усилия, чтобы принять правильный выбор, сделать правильный выбор. Psychologically, what happens to a lot of people is that they start at some point in their life making a wrong choice and another wrong choice, and their life kind of starts going downhill. Вы знаете, психология говорит о том, что однажды может появиться такая цикличность в жизни человека, когда, приняв одно неверное решение, он впоследствии принимает следующее неверное, и таким образом его жизнь идет под уклон. One of the ways to help people Вы знаете, есть способ, как можно помочь таким людям. is to help them to make a right choice. Это помочь им, как бы, вот эту цепочку прервать и принять правильное решение. Compliment them and encourage them Но это можно сделать в таком случае, если вы будете человеку говорить какую-то похвалу, что-то хорошее, к чему-то их ободрять. when they make that right choice and encourage them and help them make another То right есть, choice. если вы смогли повлиять на человека, и он хоть какой-то маленький выбор сделал, но правильный, его обязательно нужно похвалить, его обязательно нужно поощрять к тому, чтобы следующий выбор тоже был правильный. You remember yesterday I was telling you about a young man by the name of Tim Помните, я вчера говорил вам о парне по имени Тим, that had sniffed the glue? который нюхал клей. And we talked to him about the wrong choices that he had made Мы с ним говорили and о том, what problems he was creating within his life. что он очень неверные решения принимал в своей жизни и этим самым создавал для своей жизни большие проблемы. Now, often I would get together with Tim and I would say, Tim, have you not bought any glue? Have you not bought any, you sniffed any glue? Я часто устраивал личные встречи с Тимом и спрашивал его, очень часто спрашивал, Тим, ну как ты? Ты больше клей не покупал? Ты больше не нюхал клей? Because I was trying to teach him, Tim, just make that decision for one Я day. делал это не случайно. Я это делал для того, чтобы поощрить его к тому, чтобы хотя бы один день он удержался. And then he'd say, I didn't today. И I он didn't buy отвечал, any glue, сегодня I я didn't этого не sniff any делал. glue today. Сегодня я не делал. Я не покупал, не нюхал, сегодня я этого не делал. I'd say, that's great, Я говорю, Tim. ты молодец. I'm so У тебя proud of you получается. for Я making очень that тобой горжусь. decision today. Смотри, сегодня ты сумел, ты правильное решение принял. You think you can make it one more day? И я с ним говорил, как ты думаешь, завтра еще продержишься? He says, maybe. Он говорит, ну я постараюсь. Next day I would ask him, И Tim, обязательно на следующий день я опять what с ним choice беседую. did you make Он today? говорит, Тим, что ты сегодня решил? Well, I chose not to. Он говорит, я решил сегодня это не That's сделать. great. Я не замечательно. You've gone another day. Еще один день ты сумел продержаться. Encourage То them есть when they очень make важно good таким choices. людям, когда они начинают потихонечку принимать правильные решения, очень важно их поддержать. Children are the same way. Вы знаете, это очень важно для детей. Sometimes we get on children and we kind of pound on children because they make a wrong Вы choice. знаете, иногда ребенок начинает принимать какие-то неверные решения один за другим, и мы начинаем в него буквально вдалбливать, чтобы он поступал правильно. Do we at the same time praise them for making No. good choices? Вдалбливать это одно. Но с таким же усердием ли вы хвалите ребенка, когда вы видите, что он делает что-то правильно? That's equally as important. Понимаете, тут должно быть равновесие. They Обе need стороны correction, важны. Потому что и исправлять очень важно, but they need praise when they но do right. и хвалить за хорошие поступки точно так же важно. So many times life becomes so negative. Очень часто жизнь обрастает негативом. I don't know what you do here, but anyway, Я не when I'm знаю, driving как down у the вас. road and I see this red light, Но я, когда еду по улице и вижу на светофоре красный свет, I call it a red light. я говорю, это красный свет. Well, what does the red light say? О чем он меня предупреждает? Что он мне говорит? Stop. Остановись. And we have a tendency, though, to get into negative patterns. How many of you have ever looked at one of those lights and said, what is that?
Well, it's a green light. Но вы знаете, очень часто мы начинаем вырабатывать негативную привычку в своей жизни. И вот я это сравню со следующим. Кто из вас когда-нибудь, глядя на красный свет светофора, говорил себе: нет, это зеленый свет? You see, the purpose of the light Смотрите, для чего is to нужен help the светофор? flow of Чтобы traffic. помочь правильному потоку движения. We can look at it as negative И because we have to можно stop. ругаться на него, But it's можно also there for us проявлять to go недовольство, when it's и говорить: okay to go. ой, как плохо, придется останавливаться, а потом радоваться, что время ехать. And a responsible person Но ответственный человек looks at it both ways and says и в it's, том, и в другом случае понимает, что but это says во it's благо. good for its Он purpose. понимает, что красный свет, он как раз то, что нужно. Он выполняет ту функцию, которую он должен выполнять. And I don't mind stopping И at a я не red light. против остановиться на красный свет. I know it will protect Потому me. что я знаю, он меня защищает. Some drivers in such a hurry that they see a red light and they go, Иногда водители настолько they don't want to торопятся, stop. что они видят, что уже загорелся красный свет, но они пытаются как можно быстрее все равно промчаться. That's not responsible. Это очень безответственно. Okay, let's look a little bit more further at Поговорим дальше. one more aspect of Еще responsibility. об одной. These are just some of the parts of responsibility Мы that we'll be сейчас с discussing. вами взяли тему ответственности и просто с разной стороны, сейчас с разной грани рассматриваем это понятие. Responsibility carries several ideas. Вообще ответственность, можно сказать, впитывается в несколько понятий, или включается в несколько The понятий. responsible person will do their duty. Ответственный человек всегда исполняет свой долг. The responsible person will be accountable. Он ответственный в том плане, что он дает отчет за свои поступки. The responsible person pursues Ответственность – это excellence также стремление к совершенству, and tries to exercise проявление self-control. самообладания. So when we come back from the break, После перерыва we're going to мы остановимся discuss each one на of these каждом из этих aspects пунктов, of responsibility. которые относятся к ответственности. So let's pause here and take a break, Остановимся пока перерывом на это and then we'll continue. и продолжим.